года назад за мной начал ухаживать мужчина. А через какое-то время наших отношений я получила от него сообщение: «Ты слишком хорошая для меня», и мы расстались. Тогда я не стала копаться, почему так случилось. Спустя 3 года я познакомилась с мужчиной. Наши отношения развивались очень быстро и красиво. Спустя какое-то время я обратила внимание, что как-то сравниваю наши отношения с тем прошлым опытом. Мне было необъяснимо тревожно. Но объяснять себе, в чем дело, я не могла. Отношения были прекрасными, но моя смутная тревога росла. И вот однажды, в далеко не прекрасный день, он пришел ко мне и сказал практически те же слова: «Мне с тобой очень хорошо, ты замечательная, но мы не можем быть вместе. Дело не в тебе, а во мне». То, что произошла проективная идентификация, я поняла. У меня произошла интроекция, а он идентифицировал себя с моим состоянием. Но как с этим работать, чтобы в дальнейшем этого не повторилось, я не понимаю. Не могу разобрать ситуацию, откуда все началось. Вот вы правильно мыслите, надо понимать, откуда все началось. Ничего не бывает вдруг. То есть вы описываете эту ситуацию как вдруг. Вот мы 3 года встречались, и вдруг, ну, вы не пишете слово «вдруг», но вот оно так как вдруг звучит, да, и вдруг я получаю от него сообщение: «Ты слишком хороша для меня», или «Мы не можем». И точно так же с другим мужчиной. Это как будто бы вдруг, да, но ничего не случается вдруг. То есть если к вам приходит клиент, который говорит: «Вот мы жили душа в душу 20 лет, потом она мне изменила». Или «Мой бизнес расцветал это, а потом выяснилось, что финдиректор Петя ворует, и мы обанкротились через 2 месяца». То есть как только вы слышите вот это «вдруг», вы себе, ну, в голове вы знаете, ну, то есть в голове вы себе там понимаете, что вдруг не бывает. Что произошло на самом деле? Звоночки были давно, но человек это вытеснял, говоря профессиональными словами, а простыми закрывал на это глаза, не хотел это видеть. То есть его системы психических защит отрезали от него этот кусочек реальности. И уже когда эта реальность, ну вот буквально там как-то врезалась в него, вот тогда он это осознал, и для него это вдруг. Но для любого наблюдателя это вообще не вдруг. Вот. И вы задаете вопрос, вот как автор этого вопроса, да, откуда все началось? Вы спрашиваете, вы задаете вопрос: расскажите, пожалуйста, вот как начинались ваши отношения, что там было, где было хорошо, где было плохо, все, что считаете важным, нужным, мне про эти отношения расскажите. И ищите вот эти разрывы, где это началось. И зачем вы это делаете? Вот, допустим, если ко мне пришла вот клиентка как автор вопроса, да, мы посмотрели первые отношения, вторые отношения, и вместе увидели, когда это началось, вот эти звоночки, которые еще в начале отношений показывали, чем все это закончится. Это обязательно было. И что это дает клиентке? Это дает клиентке открытые глаза в следующих отношениях. И если следующий мужчина, он, ну, следующие отношения показывают те же звоночки, она либо это в моменте проясняет, да, говорит: ну, подожди, давай там то-то, 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 либо, ну, в общем, понимаете, да, то есть когда я с открытыми глазами, я уже по-другому могу выстроить эти отношения. Вот. И, конечно же, в отношениях моих с этой клиенткой будет проявляться та же история, что у нее с мужчиной. Это еще один дополнительный источник информации для меня. Поэтому моя рекомендация, да, возьмите, ну, либо в своей малой группе, где вы работаете, либо там отдельно с терапевтом, просто поразбирайте эти отношения. Когда это началось, как развивались отношения, где вот эта точка, в которой вы в следующих отношениях сможете увидеть, что вот оно опять.